Добрый день, дорогие друзья! Сегодня выпуск в необычном для нас формате. Сегодня мы посмотрим на все 20 лодок из прошедших выпусков вместе и в сравнении друг с другом. И давайте начнем прямо с названия. Почему такое название? Очень не хотелось чего-нибудь отчетного или итогово-офисного, поэтому так, ямайский ром, бургундская ваниль. Знатокам алкоголя сразу сообщаю, что я знаю, что на заставке не ямайский ром. Так и выпуск не об этом. Итак, к делу. В предыдущих 20 выпусках мы познакомились со следующими моделями парусных яхт. Halberg Classic 42F Mark II, Pacific Seacraft Clearlock 44, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Keel, Cherubini 44 Ketch, Nautica 40, Trintella 57A, Amel Super Maramo 2000. Шхуна Cherubini 48, Хабер 34 C4, Halberg Classic 40 C, Garcia Exploration 45, Boreal 47.2, Moody Dexalon 41, Bavaria 42, Trintella 5, CNC 35 Mark 1 и Nordhaven 56 MS. И первое, что я предлагаю посмотреть, это график длины корпуса по ватерлинии. Почти на всех графиках, которые мы будем смотреть, будут присутствовать несколько общих элементов. Первое – это два индикатора серого цвета в нижней части графика, которые будут показывать минимальное и максимальное значение, характерное для математической модели идеального круизера Джона Холтропа. Эти значения мы будем использовать как опорные точки для сравнения. Для удобства этот диапазон будет подсвечен зеленой полосой. Второе. За прошедшее время мы с вами нашли две лодки, которые удовлетворяют требованиям идеального круизера в плане мореходных свойств. Это Halberg Classic 42 Mark II и Pacific Seacraft 44. Показатели для этих лодок на графиках выделены более светлым цветом. Итак, вернемся к длине ватерлинии. Стоит сказать, что это один из самых важных и интересных показателей. Как вы знаете, от длины ватерлинии напрямую зависит скорость водоизмещающего судна. И иногда перед яхтенным дизайнером стоит задача выжать из лодки максимум скорости. Это комплексная задача, но одним из способов является увеличение длины ватерлинии. Сегодня я расскажу о двух способах, как можно сделать это. Первый способ современный. Посмотрите на картинку. Вверху вы видите форштевень клиперного типа и длину ватерлинии LWL1. Ниже изображена яхта с вертикальным форштевнем. И как видите, при той же длине корпуса по палубе, длина LWL2 существенно больше, чем LWL1. А значит, и проектная скорость корпуса с вертикальным форштевнем будет больше. Второй способ применялся ранее. Все вы, конечно же, видели яхты вот с такой кормой. Выглядит красиво. Но это не просто дань моде. Это как раз и есть второй по изложению, но первый по применению способ увеличения длины ватерлинии. И работает он немного интереснее. Для лучшего понимания давайте посмотрим на компьютерную модель. Слева корпус на ровном киле. Синий цвет – это поверхность воды до горизонта. Желтая вертикальная линия показывает нам точку, в которой корма выходит из воды. Обратите внимание на то, что эта точка находится не в плоскости киля, а на кормовой скуле. Итак, яхта начинает движение под парусом и получает крен. Рисунок справа. А это в свою очередь приводит к тому, что часть борта на корме уходит в воду и тем самым увеличивает длину ватерлинии, а соответственно увеличивается и скорость. Таким образом, такая лодка в марине имеет ватерлинию меньшей длины, что способствует лучшему маневрированию, а на ходу длина ватерлинии увеличивается и соответственно увеличивается скорость. Просто и гениально. Вернемся к графику и посмотрим на лодки, с которыми мы познакомились в предыдущих 20 выпусках. Итак, самая маленькая лодка это CNC 35 Mark 1, длина по ватерлинии 27,5 фута. Далее идет группа яхт, длина ватерлинии которых попадает в диапазон нашего эталона. И, наконец, третья группа с длиной ватерлинии больше, чем у эталона. Оба идеальных круизера, понятно, попадают в зону эталона. Самая длинная ватерлиния у Nordhaven 56 MS. Переходим к следующему графику.
и это ширина корпуса. Широкий корпус – это комфортное жизненное пространство. Но ширина корпуса также влияет и на некоторые технические показатели, такие как фактор комфортности, риск опрокидывания, стройность корпуса, период бортовой качки, показатель остойчивости и период бортовой качки. Не всегда более длинные лодки являются более широкими. Посмотрите, например, шхуна Cherubini 48 уже, чем Nauticat 40, а Pacific Seacraft 44 уже, чем Halber Crassis 40C. Для того, чтобы оценить относительную ширину лодки, нужно посмотреть показатель стройность корпуса. Этот показатель вычисляется как отношение длины корпуса к его ширине. Соответственно, чем лодка шире, тем меньше будет значение этого показателя. Давайте посмотрим на график показателя стройность корпуса. Первая группа – это относительно широкие корпуса. В эту группу попадают как современные модели, так и модели предыдущих лет. Вторая группа – умеренно стройные корпуса. Такая стройность корпуса наиболее характерна для круизеров. Удивительно, что в эту группу попали Nordhaven 56 MS и Boreal 47.2. Это, несомненно, плюс в их сторону. Еще больше удивляет CNC 35 Mark I. Это больше прогулочно-гоночная яхта, но, как видим, тоже относительно широкая. И, наконец, третья группа – относительно узкие корпуса. Здесь отметим Trintella 5. Это совсем не скоростная яхта, но, как видим, относительно своей длины она не широкая, то есть имеет стройный корпус. Осадка. Первая условная группа – яхты с малой осадкой. Haber 34C4, понятно, у него нет киля как такового, и его осадка равна 2,3 фута. Это 70 сантиметров. Sirius 40 DS имеет двойной киль, и осадка меньше, чем у финкеля того же веса. Trintella 4, Cherubini Catch 44 и Island Packet 40 – это длиннокилевые лодки. Вторая группа – яхты с осадкой, попадающие в диапазон идеального круизера. Таких у нас ровно половина. И третья группа – яхты с большой осадкой. Из них две с изменяющейся осадкой – это Boreal 47.2 от 3,35 футов, это 1 метр 2 сантиметра, до 8,14 фута, это 2 метра 48 сантиметров. И Garcia Exploration 45 с осадкой от 3,74 фута, это 1 метр 14 сантиметров, до 9,51 фута. Это 2 метра 90 сантиметров. Фактор балласта. Вычисляется как отношение веса балласта к водоизмещению. Проще говоря, чем тяжелее у лодки балласт относительно ее водоизмещения, тем больше значение показателя. Из графика видно, что у CNC 35 Mark I вес балласта относительно большой, а, например, у Nordhaven 56 MS вес балласта относительно своего водоизмещения маленький. Площадь парусности. Нужно отметить, что это вычисляемая величина для основных парусов, и она примерно равна площади Генуи 100% плюс площадь треугольного грота без лад. Этот показатель заявляется производителем. На графике первая группа с площадью парусов меньше, чем у модели идеального круизера. Здесь три лодки. Это Colvik Victor 40, CNC 35 Mark I и Trintella 5. Вторая группа имеет площадь парусов, как у эталона, и таких лодок ровно половина. И в третьей группе лодки с большой площадью парусов. Этот график отображает абсолютную площадь парусности. Еще интереснее посмотреть на фактор энерговооруженности. Этот фактор рассчитывается как отношение площади парусности к водоизмещению с учетом коэффициентов. Если по-простому, то суть в следующем. Чем больше площадь парусности и легче лодка, тем значение больше. И наоборот. Неудивительно, что внизу графика мы видим Trintella 5 и Nordhaven 56 MS. Это действительно очень тяжелые лодки. В верхней строчке мы видим яркого представителя масс-маркета Bavaria 42. Справедливости ради нужно отметить, что яхты Баварии имеют одни из лучших показателей среди масс-маркета.
Во второй строчке наутикат 40. Причина заявлена сравнительно большая площадь парусности. CNC-35 Mark I сравнительно легкая лодка. На следующем кадре два графика. Слева график водоизмещения, а справа график фактора водоизмещения. Фактор водоизмещения по сути показывает нам удельное водоизмещение. Если взять две лодки с одинаковой длиной ватерлинии, то у той лодки, у которой водоизмещение больше, фактор водоизмещения тоже будет больше. Самая легкая лодка в нашем сегодняшнем обзоре – это CNC-35 Mark I. Однако ее удельное водоизмещение, а точнее фактор водоизмещения, говорит нам о том, что эту лодку нельзя считать легкой для своей длины. Совсем другую картину мы видим для Бавария 42. Ее фактор водоизмещения имеет низкое значение, и про такую лодку можно сказать, что она относительно легкая. Аналогичная картина с Boreal 47.2. При своем весе это тоже относительно легкая лодка. Nordhavn 56 MS имеет самый большой вес среди всех сегодняшних лодок, но это однозначно не перетяжеленная лодка. Тоже можно сказать и о Trintella 57A. А вот Trintella 5 и Nauticat 40 можно назвать перетяжеленными лодками. Но мы знаем, что у Nauticat 40 довольно большая площадь парусов, и перетяжеленность в этом случае идет даже в плюс. С Trintella 5 дела обстоят похуже, в смысле динамичности лодки. В целом фактор водоизмещения дает понимание о том, насколько лодка перетяжелена или наоборот имеет слишком малый относительный вес. Фактор комфортности. Показатель предложен проектировщиком Тедом Брером. Большее значение указывает на более мягкое, более комфортное движение судна в море. Первая группа имеет значение показателя комфортности меньше значения для эталонного круизера. Такие значения характерны для гоночных, прогулочных лодок и масс-маркета. О специальных лодках, участвующих в крупных регатах, мы сейчас не говорим. Это специальные штучные изделия. А мы сейчас говорим о яхтах, выпускаемых серийно. Итак, самое низкое значение у CNC-35 Mark I, что неудивительно, так как она создавалась с прицелом на гонки. Бавария 42 – это масс-маркет. Что здесь делают Halberg Crassi 40C, Boreal 47.2 и Moody Dexalon 41, мне, честно говоря, непонятно. Вторая группа с фактором комфортности, характерным для круизеров. Это рабочие лошадки круизов, и ничто не вызывает вопросов. И далее третья группа, скажем так, с большими значениями фактора комфортности. Здесь мы видим все тяжелые или относительно тяжелые лодки. Исключением являются две яхты Черубини. Кстати, относительно легкие яхты. И я уже не раз восторгался мастерством и умением дизайнеров Черубини сочетать несочетаемое и при этом получать отличный результат. Риск опрокидывания. Многие считают, что этот фактор важен исключительно в шторм. Это не совсем так. Скажем так, этот фактор важен в условиях, когда волна может опрокинуть лодку. И шторм – это одно из таких условий. Но есть еще одно обстоятельство, не столь очевидное, но не менее опасное. Речь идет о волнах на мелководье при входе в марину. Очень рекомендую видео на канале Капитан Олег Смирнов. Как раз о таком происшествии в январе 2021 года. На восточном побережье Сардинии при входе в марину Санта-Мария-Наварис затонула яхта Океанис 393. Погиб один человек. Причина трагедии – переворот лодки на высокой волне. Ссылка под видео. По версии Олега Смирнова, яхта была чартерная. Разумеется, я вычислил параметры этой яхты и сделаю отдельное видео. Фактор риска опрокидывания для этой яхты равен 1,95. Итак, давайте посмотрим на график. Красная линия – это критическое значение, равное 2 единицам. Лодки с фактором риска опрокидывания больше 2 не должны допускаться на регаты. Тем более странно, когда лодки со значением фактора риска
Трудно обвинять в этом чартерные компании. Во-первых, они покупают современные лодки CE класс A Ocean. Как говорится, чего же более. Во-вторых, они вправе ожидать, что капитан осознает, какой лодкой ему придется управлять. И если вы берете любую неизвестную вам яхту в чартер, всегда предполагайте, что у этой лодки большое значение фактора риска опрокидывания. Первая группа на графике – лодки с низким значением фактора риска опрокидывания. Конечно же, лидирует Nordhaven 56 MS. Далее идет еще одна тяжелая лодка Trintella 5. А за ними, о чудо, идут две относительно не тяжелые лодки Cherubini. Я не могу не восторгаться мастерством людей, сделавших эти яхты. Это действительно очень классно и очень круто. И замыкает эту группу снова относительно тяжелая яхта Trintella 4. Следующая группа с хорошим фактором риска опрокидывания, характерным для круизеров. И здесь нет никаких неожиданностей. В третью группу входят лодки со значением фактора риска опрокидывания больше, чем у круизеров. Значения распределились равномерно снизу вверх и заканчиваются цифрой 1,87 для CNC 35 Mark I. Как мы помним, это прогулочно-гоночная лодка. И в самом верху представитель масс-маркета Bavaria 42 со значением 1,91. Проектная скорость корпуса. Здесь, в общем-то, комментировать нечего, но пока вы смотрите на график, я лишь напомню, что проектная скорость водоизмещающего судна зависит от длины ватерлинии и обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. Следующий интересный показатель – фактор скорости. Это эмпирический показатель, который отображает некий баланс между водоизмещением и площадью парусности с учетом длины ватерлинии. Можно это не запоминать, а просто понять суть этого фактора. При одинаковой силе ветра быстрее будет набирать скорость та лодка, у которой значение фактора скорости больше. Все просто. Например, если поставить рядом CNC 35 Mark I и Trintella 5, то очень скоро CNC 35 оставит конкурента позади. Первая группа, назовем ее как лодки со спокойным характером. Возглавляет эту группу самая относительно тяжелая Trintella 5. Затем идет Nordhaven 56 MS, самая тяжелая из тех, что рассматриваем сегодня, но заметьте, не самая относительно тяжелая. Я имею в виду фактор водоизмещения. В эту же группу попадает и Garcia Exploration 45. Группа круизеров. Не буду все перечислять, вы их видите. Обращу только внимание, что сюда попадает и шхуна Cherubini 48. И третья группа лодки с динамичным характером. Особо заметим Nauticat 40. Это относительно тяжелая лодка, тем не менее с хорошим фактором скорости. Период бортовой качки. Период бортовой качки измеряется в секундах. Чем более остойчивее судно, тем меньше период бортовой качки. Эмпирическим путем установлено, что наиболее комфортное для человека значение находится в диапазоне от 3,72 до 4,38 секунды. На графике этот диапазон подсвечен зеленым цветом. Первая группа яхт с маленьким периодом качки. Как мы видим, в эту группу попали и все современные широкие корпуса из рассматриваемых, за исключением Garcia Exploration 45, которая недалеко ушла, но все же попала в зону комфортных значений. Вторая группа с комфортными значениями периода бортовой качки. И третья группа с большим значением периода бортовой качки. Мы видим, что два наших идеальных круизера расположились на границе второй и третьей группы. Nordhaven 56 MS имеет значение периода бортовой качки 7 секунд, а CNC 35 Mark I 2,78 секунды. Как говорится, почувствуйте разницу. Показатель устойчивости. Это эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Лодки со значениями до единицы считаются остойчивыми, более 1,5 единиц – валкими. Из всех 20 лодок нет ни одной со значением более 1,5 единиц.
можем выделить две группы. Первая до единицы – это остойчивые лодки. В эту группу вошли разные яхты, в том числе все современные модели. Вторая группа – умеренно валкие лодки. Интересно, что обе Тринтеллы более валкие, чем Nordhaven 56 MS. Значения, наиболее оптимальные для круизера, находятся в диапазоне от 0,98 до 1,22 единицы. Ускорение бортовой качки – это важный фактор, сильно влияющий на самочувствие экипажа. Наибольшее значение имеет на якорной стоянке и при движении без парусов. Первая зона на графике – это значение до 0,06 G. Эти значения практически не оказывают влияния на человека. Такие значения имеют Nordhaven 56 MS, Trintella 4 и Trintella 5, обе модели Cherubini, Nautica 40, Pacific Seacraft 44, Haber 34 C4 и Halber Crassis 42 Mark II. Вторая зона – это все еще хорошее, но нежелательное значение для круизеров в диапазоне от 0,06 до 0,1 G. Сюда входят Trintella 57A, Colvik Victor 40, Sirius 40 DS Twin Kill, Island Packet 40, Amel Super Maramu 2000, Garcia Exploration 45, Boreal 47.2 и Moody Dexalon 41. Третья зона – это значение ускорения бортовой качки, при которых начинаются недомогания. Значения от 0,1 G до 0,18 G. Разумеется, это не значит, что как только вы вступили на палубу, у вас начнутся недомогания. Все же предполагается длительное воздействие этого фактора на человека. Но при длительном воздействии это может вызвать недомогание, головокружение и галлюцинации. В эту группу попали три лодки. Это CNC 35 Mark I, Halber Crassis 40C и Bavaria 42. И, наконец, четвертая группа – значения свыше 0,18 G. Такие значения считаются недопустимыми. Из рассматриваемых нами лодок в эту группу никто не попал. На этом графике вы видите мощность двигателя яхты и цветом обозначен производитель. Yanmar установлен на 7 моделях, Volvo Penta на 6, Perkins на 3 и все остальные по одной модели. Мощность двигателя указана в лошадиных силах. И последний график в сегодняшнем обзоре – это график удельной мощности силовой установки лодки. Проще говоря, эти цифры означают, сколько лошадиных сил двигателя приходится на 1 тонну веса яхты. Самое маленькое значение у Boreal 47 Mark II. Но не будем забывать, что это базовая комплектация, и опционально верфь предлагает установку более мощного двигателя. Причем предлагаются несколько вариантов мощности и производителей. На этом я завершаю сегодняшний обзор. Если данный формат вам понравился, я буду делать подобный обзор для каждых последующих 20 моделей яхт. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.